Западные страны разрешили Украине использовать иностранные ракеты для ударов по территории России, и данное решение меняет все. Прямо сейчас мы наблюдаем с тобой повышение ставок Запада в украинской войне, что постепенно может привести наш мир к ядерному конфликту. О том, почему из-за решения западных стран может произойти ядерная катастрофа и как ракеты стран НАТО повлияют на войну в Украине, я максимально объективно расскажу прямо сейчас. Подписывайся на мой канал, а я начинаю. Итак, все началось с того, что в США начались разговоры о том, чтобы разрешить Украине использовать западные ракеты по территории России. Причиной этому американцы назвали поставки иранских ракет российскому государству. Однако мы все прекрасно понимаем, что это заявление отговорка, а иранские ракеты поставлялись России давным-давно, и всем было безразлично на это. Главная же причина того, почему Запад разрешил Украине использовать свои ракеты по России, заключается в желании западными странами повысить уровень напряженности в украинской войне, что происходит регулярно и постепенно. Именно этот вопрос в Киев и приехал решать госсекретарь США Энтони Блинкен. Если мы вспомним события войны в Украине, которые происходили год назад, то мы не найдем почти никакой информации об атаке территории юридической России, даже обычными снарядами. Никто бы год назад и не подумал о том, что Украина может атаковать территорию России ракетами западных стран, ведь подобные действия были запрещены для Украины западными партнерами. Сейчас же мы с тобой на полном серьезе обсуждаем то, когда произойдут ракетные атаки Украины по российским городам, и ни у кого из нас не возникает сомнений по этому поводу, понимаешь? Подобная ситуация стала возможной благодаря особенной политической доктрине западных стран, которая заключается в том, что повышать напряженность в украинской войне необходимо постепенно, чтобы наиболее эффективно дестабилизировать ситуацию в российском государстве. Поначалу Украине страны НАТО поставляли деньги и продовольствие, затем множество вооружения советского образца, которое покупали по всему миру. Потом западные партнеры начали передавать самолеты и танки советского образца, а США подписали закон о ленд-лизе. Позже Запад начал поставлять Украине свое вооружение и тайно передавал научные разработки украинской армии. По этим разработкам, кстати, и собрали морские дроны, которые участвовали в попытке подрыва Крымского моста, а также баллистическую ракету. И вот на днях западные страны разрешили использовать свои ракеты на территории России. И как ты видишь, путь к данному решению был довольно долгим. Почему Запад не сразу разрешил Украине использовать ракеты? Потому что тогда в этом не было нужды, и подобные действия быстро бы пресеклись российской властью. Многие аналитики Запада считали, что война в Украине быстро погубит экономику России, и российское государство будет проигрывать Украине эту войну. Однако вышло все не так, как планировалось. У России была финансовая подушка безопасности в виде золотого запаса, а в конфликте с Украиной российская власть смогла достичь определенных успехов. Украина спустя 2 года прямой войны с Россией уже не могла эффективно отражать атаки в тех ограничениях, которые создали страны НАТО. И чтобы дать возможность Украине более эффективно истощать Россию, Запад и решил пойти на крайние меры, разрешив использовать ракеты стран НАТО по городам России. Вот вспомни наступление русских под городом Волчанск в Харьковской области. Тогда за несколько суток армия России заняла половину этого города и могла бы продвинуться и дальше. Однако именно во время наступления России на Волчанск Украине страны НАТО разрешили атаковать территорию России своим оружием в целях самообороны. Это и сыграло важную роль, позволив помочь остановить продвижение России в городе Волчанск. Однако, проводя эскалацию конфликта в Украине, Запад плавно смывает рамки приличия, нарушая множество своих обещаний. Страны НАТО показывают свою готовность держаться за Украину до конца, используя ее как рычаг давления на Россию. Россия в такой ситуации напоминает лягушку, которую медленно пытаются сварить. Однако важно уточнить, что Путин публично ответил касательно разрешения Запада наносить ракетные удары Украиной по глубокому тылу России. Он заявил, что Россия будет считать, что страны НАТО прямо участвуют в военном конфликте в Украине, так как все цели на российской территории будут наводиться через западные спутники. Сейчас же принято считать, что НАТО принимает лишь косвенное участие, но не прямое. А это означает, что Российская Федерация может применять в ответ на подобные провокации не только тактическое ядерное оружие, но и ядерное оружие. Также Россия может сбивать спутники стран НАТО, которые, по мнению России, наводят цели на российские территории, вследствие чего конфликт в Украине может перерасти в войну между Россией и странами НАТО. Для простых же людей это все сулит только трагедию. Вряд ли подобные действия даже изменят ситуацию на фронте. Лично мне кажется, что главная цель подобного решения – это попытка запугать российских граждан, вынудив российское государство пойти на невыгодный мирный договор. Также американские СМИ пишут, что США, скорее
скорее всего, даст добро Украине использовать только британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, но не американские, что довольно важно, так как благодаря этому не упускается возможность мирных переговоров между Россией и странами Запада. Потому военный конфликт могут начать только Россия и страны Европы, а американцы будут на этом разве что зарабатывать. Не исключено, что вся инициатива с ракетами сделана для проверки на то, а будет ли Россия повышать ставки в конфликте с Украиной. Если да, то прилетит по Европе, а если нет, то и США могут присоединиться к инициативе, разрешив атаковать своими ракетами. Уже приходят новости об ударах вооруженными силами Украины по военно-морскому флоту России дальнобойными западными ракетами, вследствие чего Россия вынуждена отвела корабли с военно-морской базы в Новороссийске. Также учащаются удары вглубь России, но пока без западных ракет, а также повторяются попытки захода на международно признанные территории России украинскими войсками. Скорее всего, в ближайшее время могут произойти показательные ракетные атаки городов России, ибо в канун выборов в США Украина хочет продемонстрировать максимальную результативность атак на Россию, чтобы в случае переизбрания кандидата Демократической партии США Камалы Харрис дальнейшая поддержка Киева для американцев выглядела обоснованной. Параллельно с этим ходят слухи, что Украина через посредников хочет передать России свой обновленный мирный план. Однако Москва вряд ли пойдет на переговоры с Украиной, пока войска Украины не будут выбиты с Курской области, а ситуация на фронте будет под контролем русской армии. О боях в Курской области ты можешь посмотреть на моем канале. Загляни, если не смотрел. Так вот, в ситуации с разрешением Украине бить по России западными ракетами не наблюдается ничего нового. Подобный виток эскалации возможно было предугадать, и даже генеральный секретарь ООН не заметил в подобных действиях стран НАТО ничего противоправного. Мир затаился в ожидании итогов выборов президента США, после которых мы и сможем узнать будущее украинско-российского военного конфликта. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.